Голливуда он самый сильный боец мира. В Москве он бывает только проездом. И его дом не в Калифорнии или Флориде, как многие, наверное, думают, а в Старом Осколе, что в Белгородской области. Я привык больше к спокойствию, больше к природе. Ну и, конечно, родные и близкие люди. Те, кто всю жизнь меня окружает, которых я люблю, которые меня любят. Все-таки мои родные, они все в Осколе. Если в интернет-поисковике начать набирать имя Федор, первым, кого предложит компьютер, станет Емельяненко. При этом найти много информации о нем не так просто. Про его бои и непобедимость все известно. А вот его большие интервью – библиографическая редкость. Приезжают, бывает, люди, начинают снимать или начинают писать, говорят, давайте сделаем фото, там, когда вы дрова рубите, там, или где-нибудь в деревне, там, или еще что-нибудь такое. Вот. Нам нужна сенсация. Но если я не рублю дрова, если я не живу в деревне, зачем мне это обманывать людей? Слава Богу за эту победу. Это победа всех православных христиан, всех, кто молился за меня. Спасибо, Господи. В корне мою жизнь поменяла. Это поездка в Дивеево, Нижегородскую область, где я прошел по монастырю, приложился вот к мощам батюшки Серафима Саровского и тут понял, что жить так, как я раньше жил, нельзя. Федор Емельяненко признается, что в детстве смотрел фильмы с участием Чака Норриса, Жана-Клода Ван Дамма. Глядя на них, он тренировался еще больше и еще усерднее. Но сейчас, когда он лично знаком и с Ван Даммом, и Норрисом, идти их дорогой не хочет, хотя в одном фильме все-таки снялся. Ну, фильм называется «Пятая казнь». Когда он выйдет, пока не знаю. Возможно, зимой. Вот. Сыграл я, в этом фильме спецназовцем, одним из отряда спецназа. Мне не понравилось сниматься. Это не мое. Все когда-то в первый раз. Съемки фильма проходили в 2009-м, и Емельяненко-спецназовец как бы напророчил поражение Емельяненко-бойцу. Проиграв бразильцу Фабрисио Вердому, Федор показал, что он обычный человек. Как спортсмен, и поражение его, конечно, уязвило, но в то же время он больше всего хочет, чтобы его не называли в превосходной степени. Мне очень больно и неприятно, когда мне говорят, что Федя, мы за тебя болели, мы всю ночь ждали, бухали, дождались, порадовались, напились опять, там, орали все на весь. Это неприятно настолько, что, честно сказать, хочется вообще, в такие моменты хочется просто уйти и... Не волнуйтесь, Емельяненко никуда не уходит. Ему сегодня только 34, и он еще не одержал всех своих побед. Спорт можно как повернуть? Один выступает, чтобы защищать свою страну, а другой выступает, чтобы его все знали, чтобы ему там рукоплескали. Один выступает, не задумываясь, сколько он зарабатывает и сколько получает ли он вообще почести и славу там. А другой выступает только для того, чтобы повысить узнаваемость, повысить свою популярность среди девушек, там, не знаю. Он не любит шумихи вокруг себя. В сети журналистов он попадается нечасто. Но если уж дает интервью, то не делает при этом одолжения. Съемочной группе нашего канала он уделил времени столько, насколько у нас хватило совести. Человек должен нести с собой какую-то культуру, а просто веселить людей. И ради чего? Ради того, чтобы быть узнаваемым на улицах. Я в этом не вижу смысла. Как и, впрочем, на телевизионных передачах. Мне предлагают много выступать на разных каналах, но я отказываюсь только потому, что передачи как таковые пустые, просто болтология. От более сложных вопросов Емельяненко не уходил. Например, о брате Александре. Братья Емельяненко не менее известны и харизматичны, чем братья Кличко. Почему они не так дружны, как Кличко, и почему вместе их увидеть очень сложно? У нас были непонятки свои, но это по-братски, там где-то чуть не поняли, где-то Александр повзрослел, где-то ему захотел, он почувствовал самостоятельность, и, то есть, захотелось двигаться одному. Слава Богу, пусть, если он может, я только рад за него.
Ну и, конечно, поражение Федора этим летом. Формально второе в карьере и первое действительно однозначное. Первое за 10 лет в боях без правил. В июне он попался на болевой прием бразильца Вердума. Когда я вышел из боя, я, понимая всю ситуацию, сказал сразу, что мой оппонент будет бегать как можно дольше от меня. Вот. Когда произойдет бой, пока не знаю, он там операцию вроде сделал на руку. Будет оттягивать реванш как можно дольше. Понимаю, что все мы люди, это спорт, это жизнь, и всегда был готов к этому. Другое дело, готовы ли были люди, которые окружали меня и смотрят бои, потому что создали некий такой ореол. Мне просто неприятно и больно, и обидно видеть людей, как они заблуждаются, как надумали себе кумиры и все. Я не супермен и не непобедимый. Я обычный человек со своими недостатками.